Друзья, всем привет! Сегодня темой нашего ролика будет ремонт и реновация старых домов во Франции. Для новеньких на канале хотим сказать, что мы уже купили один такой старый дом во Франции, отреставрировали его, и сегодня вам все обязательно покажем. Как это было, что мы делали, посмотрите. Я помню, когда мы выпустили свой первый ролик на эту тему, это был такой спонтанный ролик, который мы так просто ради смеха записали на кухне. И после этого появилась прям куча разных комментариев, где люди писали, что да это нереально отремонтировать, да зачем вообще такое покупать, да это какая-то глушь, а где там работать, а вы замучаетесь делать все эти документы, что это все так сложно, что типа вообще оно того не стоит, вы ничего не заработаете, вы только потеряете. Ну, в общем, вот много-много было всякого вот такого негатива, что, конечно, как бы так чуть-чуть шокировало вначале. Если бы мы с тобой до покупки вот этого вот всего во Франции, нашей вот этой вот недвижимости, начитались таких комментариев, то мы, наверное, на это бы вообще никогда не решились, да? Да, да. Вот. Поэтому это хорошо, конечно, что люди с опытом или без опыта вам что-то советуют, там, А- что-то рассказывают. Особенно нравится, когда это делают люди без опыта. Все люди, наверное, делятся на две категории. Одни любят строить и ремонтировать, а другие люди не любят строить и ремонтировать. Да, это как вот есть люди, которые любят жить в квартирах, а есть люди, которые не представляют жизнь в квартиры и любят жить в домах. Вот так вот и здесь. И поэтому и комментарии, мне кажется, так делятся, что те люди, которые более такие авантюрные, которые любят что-то новое, они за то, чтобы строить, чтобы ремонтировать, они не боятся работы. А есть такие люди, которые типа, о, да нет, зачем это надо, лучше жить там так, как я живу, и ничего не делать. Но от себя скажем, что под лежачий камень вода не течет. И если сидеть и ничего не делать, то, наверное, ничего и не будет. Да, это точно. Кое-кто писал, что заниматься этим невыгодно, что зря тратим время и так далее. Но если бы это было так, то люди бы этим не занимались. А на самом деле многие этим занимаются. Вокруг нас куча поселочков, в которых люди купили, отремонтировали, сдали или продали старые дома, которые они сами же отреставрировали. И если бы это было неинтересно, то люди просто бы этим бы не занимались. Я вот шел, хотел показать, тут был построен красивый шалаш из деревьев, но уже его поломали. Так вот, о чем мы. Конечно, перед тем, как покупать какой-то дом или какой-то объект недвижимости для его восстановления или его там строить заново, нужно сначала изучить местный рынок недвижимости. Я не скажу, что мы прям глубоко изучали, что сколько стоит, но сейчас бы, если бы мы это делали, то, конечно, нужно начинать с того, что пойти к риэлтору и узнать, будет ли вообще это выгодно. На самом деле риэлторы, они очень хорошо помогают. С удовольствием могут вам показать дома, которые у них есть, рассказать, что из них можно сделать, сколько это будет стоить. И, может быть, даже предложить помощь в оформлении документов. И как вот мы недавно узнали, когда приглашали к себе риэлтора, мы у него спрашивали про подобные дома, которые можно построить, либо отремонтировать. Вообще разговор начался с того, что я сказал, что хочу построить дом на 2 или 3 семьи. То есть там, может быть, какой-то таунхаусы, 3 штуки подряд. На что он ответил, что это сложно сделать в тех регионах, где как бы слабая застройка. То есть в каких-то крупных городах там дают такие участки, где можно построить несколько домов вместе, потому что как бы все застроено и места мало. А в нашем регионе иногда, даже если у тебя есть гектар земли, то ты на нем можешь построить только один дом. И он посоветовал посмотреть какие-то старые дома, которые можно переделать на 2-3 квартиры. То есть, в принципе, обратившись к риэлтору, он как бы с удовольствием вам все это покажет, подскажет, и это стоит не так уж дорого. И самое, что интересно, что не все дома, которые есть в продаже у агентства недвижимости, они есть где-то на сайте, в интернете и так далее. Все, что он нам показывал, этого ничего нету ни на Leboncoin, ни на его сайте агентства недвижимости. Он просто знает людей, которые уже долгое время это продают, и он нам эти дома показал. Но цены, конечно же, уже не такие, как были тогда, когда мы покупали. Конечно, цены выросли, но до сих пор за 30-60 тысяч евро можно найти интересные варианты, переделать их, как вот он нам показывал. Правда, дома совершенно были убиты, и там нужно было применить фантазию, чтобы понять вообще, как это будет впоследствии. Но в нашем случае, мне кажется, речь даже была не о выгоде.
Да, нам хотелось как-то разнообразить жизнь, увидеть что-то новое, попробовать что-то интересное. И Для нас в то время вообще казалось, что там купить что-то за границей, это построить или восстановить, что это как-то очень сложно. Но читая некоторые французские форумы, становилось понятно, что это как бы реально. Но, наверное, если бы мы увидели какой-то из своих роликов, нам бы это здорово тогда помогло. Но мы как-то очень быстро вошли во вкус. Мы еще даже не успели завершить реставрацию старого дома, как мы уже приступили к постройке нового. И начали все это делать как бы одновременно. да, и мы сейчас даже посматриваем чуть-чуть в сторону Италии, потому что там есть тоже очень много старых домов, которые можно очень хорошо отремонтировать. И хотелось бы что-нибудь сделать на берегу моря, чтобы было чуть теплее все-таки, когда тепленько солнышко греет. Ну, может быть, даже не на самом берегу, Ну может да. быть, там километрах в 30. И на самом деле цены в Италии тоже очень интересные. Как-нибудь я посижу, полистаю сайты с их недвижимостью, покажу, какие есть варианты там, какие есть дома и сколько они стоят. Да и у нас тоже, смотрите, сколько классных, красивых мест есть. Смотрите, какая тут просто какая-то нереальная красота, какие-то пейзажи, камни. А летом тут еще все зелено, и просто глаз может выпасть. Зачастую наши ролики, конечно, могут показаться чересчур какими-то позитивными. Везде мы рассказываем, что это все просто, что это очень легко. Здесь гвоздь забил, тут камень положил, и дом готов. Но, наверное, это просто такой наш, в принципе, взгляд на жизнь, что, мне кажется, где бы мы ни жили, где бы мы ни строили, нам везде нравится. Да, это правда. Вот нам очень нравится гулять в окрестностях, например. Здесь мы с вами находимся в месте, которое называется Hautet du Diable. Грубо говоря, можно перевести как «высота дьявола». Здесь очень много камней, песок и вообще такая атмосфера какая-то необычная, как сказочная. И это место находится буквально в 10 минутах от нашего дома. Правда, езды на машине. Но тем не менее, вот, пожалуйста, парк, да? Ну, мне кажется, что вот не купив мы, к примеру, здесь дом, мы бы никогда не узнали об этом месте, мы бы наверняка тут не побывали. А на самом деле мы уже посмотрели, сейчас мы уже не так много ездим, как раньше, но когда мы только приехали, первый год мы прям очень много колесили по округе, изучали все эти всякие замки, руины, ну, вообще любые местные достопримечательности, которые здесь есть. И даже несмотря на то, что в нашем маленьком городишке, в нашей деревушке нету каких-то парков, бульваров, каких-то мест развлечений, буквально недалеко можно найти на что посмотреть, чем себя порадовать. Не, ну есть очень много зон для прогулок в лесу, есть всякие разные велосипедные трассы. Это мы сейчас еще в последнее время стали мало ездить на велосипедах. А так есть вообще куча всего, что можно посмотреть. И мне кажется, вот такой вот вид какого-то рабочего туризма, когда ты приезжаешь куда-то в новое место, где-то что-то построил, восстановил, изучил местность. А сейчас уже, в принципе, хочется ехать куда-то дальше. Но учитывая то, что дети здесь ходят в школу, мы здесь ходим в шахматный клуб, конечно, мы здесь уже так чуть-чуть заякорились и застряли. Дорогие друзья, предлагаю вам все-таки совершить рум-тур по нашему отремонтированному дому, посмотреть, что было, что стало, да? Да, посмотрели немного на природу, теперь посмотрим на наши руины. Ну нет, уже не руины, ты чего? Ладно, поехали. Ну вот, друзья мои, мы с вами и на месте. Я предлагаю вам начать осмотр этого дома, осмотр реконструкции этого дома с самой новой части этого старого дома. Это так называемая веранда, которую мы построили сами с нуля по собственному проекту. Сами пошли в мэрию, сами подали документы, все нарисовали, все сделали сами. Эту веранду можно назвать пилотным проектом перед строительством нашего большого дома. Здесь мы тренировались и в создании самого проекта, и в чертежах, и, в принципе, в подаче документов в мэрию и так далее. Но интересно же задаться вопросом, зачем мы вообще решили пристраивать 20 квадратных метров к уже и так существующему дому. Первое, это нам не нравилась совершенно планировка того дома, которая была. Когда при входе ты попадаешь сразу на кухню. Ну, то есть нету ни прихожей, ни какого-то отдельного помещения, чтобы разуться, повешать куртки и так далее, ты заходишь сразу на кухню. И вторая, наверное, самая важная причина, это то, что наш сосед уже пристроил к своему дому веранду, и получился такой закрытый угол.
в наш дом поступало очень мало света, потому что окно в дом было вот прямо вот в этом вот углу. И если бы он это делал, когда мы здесь уже жили, то мы бы, наверное, были против, потому что, ну, нужно спрашивать мнение соседей, можно здесь строить что-то или нельзя здесь строить. И, наверное, мы были бы против. Мы вообще не любим ругаться с соседями, но здесь, наверное, мы сказали бы нет. Таким образом, у нас было две причины. Это то, что мы хотели перенести кухню, и второе, нам не нравился этот угол. Итак, давайте пройдем с вами в дом и посмотрим, что же мы понастроили. И вот так мы с нашей террасы попадаем к нам на кухню. Это, кстати, была такая основная наша идея, то, что мы хотели сравняться по одной линии с фасадом соседа, чтобы мы, так скажем, из своего дома попадали сразу себе на задний двор и не упирались в эту стену, потому что дверь у нас сзади дома выходила и упиралась прямо в его стену. Поэтому то, что у нас получилось, нам, в принципе, очень нравится. Довольно-таки здорово, что есть вот этот вот выход из кухни сразу во двор. И летом мы здесь жарим барбекю. То есть, как бы это все очень практично, как нам кажется. И вот, как мы видим, мы частично справились с той задачей про то, что я говорю, про угол. Раньше у нас дверь была примерно вот здесь, а в этом месте было окно. И вид с окна был сразу на вот эту вот прекрасную стену соседа. Нам это не сильно нравилось. Вот, поэтому вместо окна мы сделали дверной как бы проем. Прошлую дверь, так скажем, мы ее полностью заделали. И в итоге у нас получилось вот это. Были сначала у нас мысли организовать кухню чуть-чуть по-другому. И тут нужно заметить, что изначально, когда еще нет мебельного гарнитура, глазу всегда кажется, что кухня очень большая. И вот мы тоже изначально стояли, смотрели, нам казалось, что такое большое пространство, хотя на самом деле она не такая уж и большая. Вот. И потом впоследствии мы поняли, что если установить вот этот вот отдельный большой остров, кухню, то, в принципе, в самой кухне будет очень мало места, будет немного тесновато. Поэтому пришлось ее выстроить просто в линию. Получилось, может быть, просто, но зато получилось вот это вот большое пространство, то, что мы и хотели. В итоге у нас по кухне можно сделать даже таких вот полноценных шагов 10, потому что длина вообще всей пристройки у нас получилась около 12 метров, в ширину она чуть больше 3, где-то 3,20. Вот. Вообще по закону пристраивать мы можем веранду площадью не больше 20 квадратных метров. Но мне кажется, тут нужно учесть тот факт, что во Франции можно все, что не запрещено. То есть, как бы, изначально наши мысли были такие, что нам не разрешат построить, что нам не разрешат ничего сделать. И мы пытались вот эту нашу пристройку вписать в эти 20 квадратные метры. Конечно, можно пристраивать и больше, но для этого уже нужно делать разрешение на строительство. Мы же, когда строили эту веранду, мы оформляли документы именно как на небольшую пристройку именно веранды. И здесь вот эта вот необлагаемая как бы налогом площадь, она не может превышать 20 квадратных метров. Но несмотря на это, мы подали документы, и мы сначала рисовали так, что этот угол как будто не будет накрыт крышей. Мы нарисовали просто прямоугольник, именно вот этот вот, так скажем, саму кухню. На что нам ответили, что это неправильно, и что ту часть, которая остается, вот этот вот треугольник, что его тоже нужно накрывать крышей. При этом добавилось там около 4 или 5 квадратных метров, и они нам это вообще как бы не засчитали. То есть мы чуть-чуть исправили эскиз, и нам все одобрили. То есть на самом деле документы оформляются очень просто. Несмотря на то, что многие люди говорят, что самое сложное оформить документы, конечно, наверное, есть такие города, небольшие деревни, где, может быть, какие-то рядом исторические объекты, где это все намного сложнее. Но в нашем случае все было довольно быстро, буквально в течение 3 месяцев мы уже получили разрешение на вот эту вот пристройку. Теперь посмотрим, что мы пристроили чуть дальше нашей кухни, а там у нас был старый сарай, то ли курятник, то ли что. Мы его полностью разобрали, чуть-чуть переделали стены, и даже из тех же кирпичей, которые мы разобрали, мы его заново и выложили. Ну, крышу, конечно, сделали новую. Итак, хозяйка, давай нас веди, показывай, во что мы превратили старый сарай. Старый сарай мы превратили просто в какую-то конфетку. Ну, если, конечно, сравнивать вообще, что там было. В общем, здесь мы сделали проход из пассажа. Там у нас пассаж, выход получается на улицу. Мы здесь накрыли его крышей и поставили морозильную камеру. И здесь также у нас продублирована еще одна дверь к нам во двор.
И получается очень удобно, когда, например, ты привозишь продукты, ты можешь припарковаться перед этой дверью в пассаж, занести продукты прямо сразу на кухню. Вот, пойдем дальше, посмотрим все-таки, что получилось у нас из старого сарая. Мы, конечно, совершенно не ожидали, какая конфетка получится из вот этого вот сарая, потому что здесь раньше жили куры, или я не знаю, что они тут хранили, но тут совершенно другой вообще вид был. И вот это реально изюминка, мне кажется. Но самое классное, это, конечно, вот это огромное окно в туалете, которое позволяет нам проветрить комнату и насладиться видом во двор. Ну, про веранду и про новую часть дома мы уже рассказали. Пойдемте прогуляемся в старую часть дома. И вот мы попадаем в старую часть дома. Это сразу видно по высоте потолков. Потолки у нас не сильно высокие. Ну, на первом этаже, на втором лучше. Вообще, зал это была самая страшная, наверное, комната в доме, потому что здесь был огромный открытый камин. Топили его, видимо, не всегда дровами, видать, жгли кучу всего разного. И поэтому все стены, в принципе, они были черного цвета, они все были в зале. Короче, тут был, конечно, ужас, когда мы первый раз сюда зашли. Но в зале у нас была самая сложная работа, потому что нужно было полностью снять весь старый пол, потому что мы хотели делать теплые полы, вынести всю эту старую плитку на улицу, чуть-чуть углубиться, потому что высота потолка и так низкая. Мы всю эту плитку сняли, мы выкопали глубину, мы полностью все залили, сделали теплые полы и постелили плитку. Зал, может быть, по французским меркам у нас получился не сильно большой, но нам всем хватает места. Кто-то может тут и телевизор посидеть, посмотреть, кто-то может в компьютер поиграть, кто-то может там посидеть, книжку почитать. То есть, в принципе, всем места хватает. Ну а теперь предлагаю вам перейти в прихожую, бывшую кухню. А это у нас, друзья, вход в дом, в нашу прихожую. Так, ну дверь мы, наверное, закроем, потому что здесь у нас бешеный поток машин. Начали мы свою экскурсию не с входной двери, но ничего. Вот такая у нас получилась прихожая. Здесь раньше была кухня. То есть, понимаете, вы заходите с улицы и попадаете сразу на кухню. Здесь стоял обеденный стол, ну то есть как-то не очень. Поэтому мы решили это переделать и сделали на самом деле классную прихожую. Здесь нам заменили счетчик, поставили новый, модный, современный ламки. С прихожей мы попадаем в кладовую, туалет. Раньше здесь вот прям вот здесь вот был выход на улицу, во двор. Здесь у нас кладовая и маленький-маленький туалетик, ну, который тоже очень вписывается в данную квартиру, в данный дом. Прихожая получилась очень удобная, очень комфортная. По идее, здесь нужно бы сделать еще шкафы какие-то для верхней одежды, еще для обуви и так далее. Но мы вот пока ограничились какими-то вешалками. Пойдемте дальше. Старая наша деревянная скрипучая лестница. Это, наверное, единственное, что мы оставили в таком как бы первозданном виде, потому что она довольно крепкая. И мне кажется, то, что сейчас продают в магазинах, оно, как бы, мне кажется, даже хуже, чем та, которая у нас есть. Наверху мы попадаем в небольшой тамбур, откуда у нас дальше лестница на 3-й этаж. И вход в одну спальню, в другую спальню и в санузел. Здесь мы видим у нас тоже не сильно высокий потолок, старые балки. Причем как-то интересно, у нас в этой части дома одна высота потолка, а тут мы сейчас проходим в другую спальню, и там уже совершенно другая. Здесь у нас, наверное, где-то 2,30, а в соседней комнате уже было что-то около 2,70. В общем, непонятно, как эти строители раньше строили. Но мы решили здесь по максимуму ничего не трогать. Вот эти балки как были. Мы все это просто покрасили и так и оставили. Здесь у нас небольшая ванная комната, из которой мы постарались выжить по максимуму. Установили полочки здесь, ванную небольшую установили, дети купаются. В общем, в принципе, получилось классно. Ну, лучше, чем раньше было, это точно. Это точно. Так, пошлите дальше. Из ванной мы попадаем в нашу с Артемом спальню. Здесь тоже очень низкий потолок. Мы тоже просто отшкурили балки, покрасили их белым цветом, и все, мы здесь больше ничего не делали. Была, конечно, идея гипсокартоном чуть-чуть зашить, но было бы совсем-совсем низко. Мы постелили ламинат, поклеили обои. Все, здесь особо больше ничего не делали. А вот еще подоконничек красиво сделали. Плиточку положили. Ну, как бы все наружные стены мы утеплили и обшили гипсокартоном. Пошлите в последнюю комнату на 2-м этаже. Это у нас детская. Детская, в которой обитает Аксель.
Здесь ничего особенного мы не делали. Если кому-то интересно, и у нас есть ролик на канале, как мы тут переделывали стены, переделывали потолок, также все звукоизолировали, утеплили, гипсокартон накрутили, обои поклеили, белым покрасили. Получилось чисто, аккуратненько, Акселю нравится. Пойдем дальше. Наверное, одна из самых сложных работ это было вот это возведение этой небольшой лесенки. Вроде как ничего сложного, но на самом деле это было максимально неудобно делать. Сами ступеньки получились чуть-чуть высоковатыми. Но в итоге вроде как и хорошо. Да, Машуня? Да, дорогой. Ты где? Тут. Не вижу. Я иду. Идем. Последняя комната. И вот мы очутились на чердаке. На чердаке, где у нас даже есть вот такое вот симпатичное окошко. И вот такой вот вид из окна. Не знаю, что там видно, но что-то должно быть видно. Вот такой у нас получился чердак. Так-то, можно сказать, ничего особенного, да, белые стены и так далее, но если вы не знаете, что здесь было раньше, какой здесь был пол, какие здесь были балки, стены, все было черное, то да. Но мы сделали действительно конфетку, мы сделали очень красивую, очень светлую комнату, и нам очень нравится, детям очень нравится, мы довольны. Довольны всем тем ремонтом, который мы сделали, все, что получилось действительно классно. Кстати, про вот такие вот мансардные окна в крыше, когда вы их вставляете, нужно учитывать, что чердачное помещение, оно становится жилым. То есть вы должны его задекларировать как жилое, и это увеличивает как бы стоимость налога на дом. Иногда есть условия, что окна можно ставить только в какую-то определенную сторону. Но по личному опыту мы ни у кого ничего не спрашивали, и в принципе с кем мы разговаривали, люди тоже говорят, что они просто их вставляют. Ну, бывает, что людям придираются. Бывает, что на этапе продажи дома риэлтор говорит о том, что у вас это не учтено. Но это все тоже такие случаи. Если как бы заметят, прицепятся, то может будут какие-то проблемы. Но если вы делаете для себя, то в принципе ничего страшного. На этом, наверное, завершим обзор дома. У нас многие спрашивали, почему вы не снимаете, что у вас получилось. Но, как видите, на самом деле и снимать-то не особо что есть. В том плане, что 3 самые обычные комнаты, зал, кухня. То есть все как у всех. Сейчас мы снимем чуть-чуть фасад дома. Я думаю, чуть-чуть машины там рассосались на улице. Можно снять, как он выглядит снаружи. Но снаружи мы практически никаких работ не вели. Потому что, опять же, это все нужно декларировать, нужно отправлять, согласовывать и так далее. Мы были в мэрии, наш мэр сказал, если вы просто покрасите дом в тот же цвет, какой он был, то ничего страшного. В итоге мы просто его покрасили, снизу мы отбили вот эту вот самую страшную штукатурку, сделали просто как бы замазали камни раствором и просто его покрасили. И как нам сказал риэлтор, что в принципе фасад дома, он даже не влияет на стоимость жилья, потому что во Франции все привыкли к тому, что дома старые, что они имеют вот такой вот разный вид. На стоимость дома в первую очередь влияет это его местоположение и квадратура. Вот это, скажем, внешний вид дома, он не так важен. Ну и, конечно, очень важен это двор. Потому что даже когда люди арендуют жилье, у нас всегда все спрашивают, есть ли двор, есть ли место, куда можно выйти, где посидеть, попить кофе и все такое. Погнали смотреть фасад дома. Так вот у нас получилось ставить дверку, сверху осталось чуть-чуть доделать. Сейчас начнем делать вот здесь вот снизу. Отобьем вот эту вот серую штукатурочку. Процесс идет. Процесс идет, говорю. Вот, любимая замазывает. Тут у нас вот такая красота получается. Да, Зам? Нравится тебе? Может, объявление повесим? Замазываю вот этой штукой? Ну да. Остается еще вот там сделать. Будет красиво. Вот так вот у нас со стороны смотрится. Прикольно.
выбежал сейчас буквально на 5 секунд на улицу, чтобы снять фасад дома. И такой плотный поток машин, что даже не успеваешь выбрать 3 секунды, чтобы сделать какой-то кадр. И здесь, мне кажется, основной минус в выборе нашего жилья, потому что мы абсолютно в тот момент не придавали значению к тому, какая дорога проходит перед нашим домом. В одном из видео я уже рассказывал, что есть дороги А, Н, Д, и в зависимости от цифр после заглавной этой буквы и распределяются дороги по значимости. Вот у нас перед домом проходит дорога Д1, а это... Она очень значимая. Да, а это после платных трасс и после национальных трасс, это, грубо говоря, одна из самых загруженных. Основное, что нужно учитывать при выборе жилья, это дорога, выезд на платную трассу, например, доступность магазинов, аптек, школы. Это основное. Это Да. основное. Ну и обязательно нужно учитывать вот такие моменты, как у нас, да, чтобы это было более-менее тихое место, потому что все равно все люди любят, чтобы было потише, чтобы двор был закрытый, чтобы не было визави, но это как бы в идеале так должно быть, чтобы как бы все было тихо, спокойно. Не любят, хоть они сами, да, не ставят заборы, как бы вот так вот живут. Закрывают Да. окна. Но в итоге, когда они ищут жилье, люди, да, они все равно ищут, чтобы заборы были, чтобы было уединенно, чтобы ты мог выйти позагорать во двор. И когда вот эти куча критериев, не так просто найти идеальное жилье. А еще должно быть дешево. А еще должно быть дешево, да. В общем, вот такой получился выпуск. Немного что-то рассказали, что-то вам показали. До новых встреч. Спасибо за внимание. Надеюсь, вам было интересно и познавательно. Да, всем пока. Пока.